Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні 17 жовтня, прямий ефір. Тому, як завжди, будьте активними, натискайте лайки, коментуйте, підписуйтесь, діліться нашою розмовою. Ну і традиційно в четвер ввечері в нас в Україні вітаю нашого гостя. Це Єреміс Юнус, політолог зі Сполучених Штатів Америки, екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошення. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Господин Юнус, наверное, начнем сегодня не с Соединенных Штатов Америки, не с выборов, не с гонки, не с Камалы Харрис, не с Трампа, но мы о них вспомним. А хотел бы я вспомнить экс-главного вооруженных сил Украины, это Валерий Залужный, потому что он неожиданно написал очень большую статью, и в которой фактически сказал то, что вы каждый эфир повторяете. Он очень жестко прошелся по партнерам Украины. Не буду говорить союзникам, потому что то, как сказал Залужный, именно партнеры. Он вспомнил 23-й год, когда вооруженные силы Украины шли в контрнаступление. Он объяснил, что Запад фактически обманул, потому что он не дал то вооружение, которое обещал, поэтому не удалось исполнить все, что задумали. Ну и также Залужный вспомнил и 2008 год, 2014 год, также аннексию Крыма и слабую реакцию Запада. Ну, фактически, господин Юнус, то, что вы и говорили. Ну, во-первых, мне приятно, что такой мной уважаемый человек, как генерал Валерий Залужный, сегодня говорит то, что, как вы говорите, говорю долгие годы я. То есть наши позиции с ним совпадают. Это человек, который непосредственно руководил вооруженными силами Украины в самое трудное время для Украины и достойно ими руководил. И сегодня он занимает достойный пост, один из самых ключевых постов во внешнеполитическом ведомстве Украины. Это посол Великобритании. Великобритания одна из ваших ключевых дружественных к вам относящихся стран и важных для вас стран. Вот. И поэтому, ежели он об этом говорит сегодня, а это идет буквально в контексте всего того, что сказал ваш президент Зеленский со всеми своими партнерами по коллективному Западу, я имею в виду, когда он обнародовал план победы. И, я так понимаю, идет такая мощная атака информационная со стороны военно-политического руководства Украины, к которому относится тот же Валерий Залужный, однозначно, он в команде остался. И то, что вот он так это сказал, вот этот нюанс, имейте в виду, я это считаю, это усиление позиции президента Зеленского, того плана победы, который он озвучил здесь в Америке, то, что он озвучил в этих столицах и в Лондоне в том числе, и то, что он сегодня озвучил и всем лидерам Евросоюза и НАТО, находясь в Европе. И ежели ниже него, ниже президента Зеленского по иерархии государственной власти будут выступать все другие чиновники, включая таких авторитетных медийных персон, как генерал Залужный, потому что от того, что он на должности посла или еще на какой-то другой должности, это генерал Залужный, это национальный герой Украины, человек, который пользуется большим авторитетом в украинском обществе. И если он сегодня, в принципе, повторяет все то, что говорит президент Зеленский, может быть, и не забывать, что должность посла, она требует как-то дипломатической определенной риторики, да? И если он сегодня, находясь в этой должности, говорит вот так открытым текстом обо всех ошибках Запада, именно в этот момент, когда решаются очень важные моменты, судьбоносные, можно сказать, моменты для всей планеты, для всего цивилизованного Запада, коллективного Запада, для ее институтов, таких как Евросоюз, НАТО, потому что все, что касается этой войны, напрямую завязано со всем коллективным Западом. И здесь нет третьего решения, здесь есть только два решения. Или же Украина побеждает вместе с коллективным Западом, или Украина проигрывает вместе с коллективным Западом. Отдельно сама по себе Украина здесь не присутствует. Она завязана напрямую с этим коллективным Западом. Член она НАТО, член она Евросоюза или нет. Поэтому именно все проблемы от того, что она не член НАТО, и она не член Евросоюза. И все проблемы от того, что с 2008 года, как сказал генерал Залужный, и так далее, то есть имеется в виду не принял Украина в НАТО, вот это
слепая политика Запада беззубая в отношении и Грузии, и Украины, и их стремление в НАТО, в евроинтеграцию, и то, что вот эти агрессии против Грузии, против Украины, они не вызвали достойного отпора со стороны коллективного Запада, он это открытым текстом говорит. Он об этом говорит и о том, что это произошло и в его бытность главнокомандующим вооруженными силами Украины, точно так же и сегодня он об этом говорит, находясь в Лондоне. И я думаю, это очень важный посыл для политического истеблишмента в Лондоне. То есть это усиление позиции президента Зеленского. Я думаю, было бы неплохо, если именно с такого типа похожими заявлениями выступали бы послы во Франции, в Германии, в Италии и вообще во всех этих ключевых странах коллективного Запада, чтобы это было, это что не только президент Зеленский на эту тему выступает, потому что все другие чиновники ниже рангом, находясь в той или иной стране, в средствах массовой информации, потому что должность посла это что такое? Это заниматься контактами, то есть налаживанием мостов с той страной, не только с политическим истеблишментом, но и с ее совсем другим аспектом того или иного общества, да, включая и средства массовой информации, гражданское общество. Поэтому очень важно быть активными и доводить до их сведения, тем более если в той или иной стране идут какие-то выборы, идут какие-то политические баталии. И очень важно не вовлекаться, не быть на стороне власти или оппозиции, постараться сделать так, чтобы именно с центристских позиций выступать. Вот так, как, вот, например, вам удалось это сделать, президенту Зеленскому это удалось сделать вот на протяжении последних вот почти 3 лет этой войны, включая Соединенные Штаты Америки, как бы не хотели, даже вот сейчас последний его визит, вы видели, как после этого посещения Филадельфии, как вот и та, и другая партия хотели это использовать, и даже доходило до того, что говорили, что Трамп из-за этого с ними не встретится, там Майк Джонсон написал там письмо даже такое против посла Украины. Но все равно, при всем при этом, именно это не удалось. Они вынуждены были с ним встречаться, потому что президент Зеленский принципиально не вовлекался во внутриполитические распри здесь в США. И я думаю, генерал Залужный этого делать не будет. Также не должны это делать ни какие-то другие послы, а наоборот, консолидированно добиваться поддержки всех тех стран, в чьей поддержке Украина сегодня нуждается. И если вы хотите иметь успех, проталкивания в информационном хотя бы дискуссии вот этого плана победы, который уже обнародован. Вот, надо работать на всех этажах, и это должен делать не только президент Зеленский и члены его кабинета, это должны делать все, и все члены Верховной Рады, все политики, все бывшие президенты, все бывшие премьер-министры, все медийные персоны, все журналисты и все люди, которые в той или иной мере пользуются каким-то авторитетом и имеют связи на том же Западе. Именно в этом контексте я и оцениваю выступление президента, посла Залужного Великобритании. Я считаю, что это месседж точно так же всем на Западе, что вот вы думали, что Залужный и президент Зеленский находятся по разную сторону баррикад. Это лишнее подтверждение тому, что генерал Залужный остался в обойме. И потому что в этой ситуации, я так думаю, чем больше украинских авторитетов будет вместе в одном окопе, тем больше будут на Западе прислушиваться, вынуждены даже прислушиваться к этому плану победы, который, может быть, не всем пришелся по душе на Западе. Но однозначно он должна быть демонстрация того, что в Украине он пользуется полностью поддержкой всего украинского общества, вне зависимости от ее политической принадлежности. И генерал Залужный это продемонстрировал. Господин, сегодня, в четверг, также президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета, где он представил план победы, еще о нем вспомним. Он рассказал и опять вспомнил о Будапештском меморандуме. Мы с вами тоже о нем не раз вспоминали, гораздо раньше, потому что сейчас якобы казалось уже не актуально о нем вспоминать. Но мне кажется, что Зеленский, с другой стороны, объяснил вот этот меморандум. Я просто процитирую его и скажу следующее. Он говорит следующее. Кто из этих крупных стран всех ядерных государств пострадал? Все? Нет. Одна. Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна. Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И дальше Зеленский рассказывает, что в разговоре с Трампом он
я так понимаю, эмоционально, потому что Владимир Зеленский очень эмоциональный человек. Он сказал следующее, что либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенных альянсов. И говорит Зеленский, что есть только два выхода. Но там уже успели Рёбке и Бильд написать, что якобы Украина изготавливает ядерное оружие. Уже в офисе президента сказали, что это неправда. Мы этого не знаем. Я вспоминаю историю с Израиля, когда спросили в Голдемейр, имеет ли Израиль оружие ядерное. Мы не имеем, но если нужно, мы ударим. Ну вот я к чему веду, что опять-таки главные на этой планете, которые обещали, да, это не юридически, а наверняка моральная сторона, они не исполнили того, что обещали. Украина воюет, Украина страдает, Украина отдал ядерное оружие, Украину не защищают. Ну, правильно он сказал, и это регулярно надо было говорить, и то, что сейчас это озвучено было в беседе с возможным будущим президентом Соединенных Штатов Америки. Это очень правильная позиция, и чем жестче будет Украина на эту тему говорить, и чем больше даже примеров, как вы сказали, будет прямо с того же Израиля. И вот вы процитировали Гольду Меир, она же также говорила, невозможно договариваться с теми, кто пришел тебя убивать. Поэтому вот эта позиция Израиля была со времен Гольда Меира и по сегодняшний день. Поэтому, если вы хотите, чтобы с вами считались, а считаются в этой жизни только силой. Вот у вас отобрали эту силу. Эта сила, как все сегодня понимают, это ядерное оружие, да? У Северной Кореи стремилась к этому, завоевала. Иран стремится к этому. Все хотят это ядерное оружие. И это в качестве сдерживающего фактора даже был, да? Для Пакистана с Индией в том числе, да? А если это у одной страны это было бы, а у другой страны это нету, тогда идет элемент шантажа. Да, вот такой же элемент шантажа, который сегодня Россия использует против вас. А она же не использует этот элемент шантажа против стран, у которых есть это ядерное оружие. Ну, в том числе против того же НАТО. Потому что ядерное оружие есть у НАТО. И все. Это разницы нет, у какой страны НАТО оно есть. Поэтому если ядерное оружие есть у НАТО, значит НАТО трогать нельзя. А если у кого-то его ядерного оружия нет, надо начихать на международное право и делать все, что ты хочешь. В принципе, это мы видели все 80 лет существования сегодня этой планеты и того международного права, которое у нас декларирует Организация Объединенных Наций, потому что это международное право на эти ядерные державы категорически не распространяется, потому что они регулярно его нарушали, все нарушали, и США, и Великобритания, и Франция, и Россия, и Китай. Ну и на них никакое право только потому, мало того, что у них ядерное оружие, они еще дали себе право вето, чтобы кто-то вообще не мог бы принять какую-то резолюцию против них. А все остальные остались и без ядерного оружия, и без права вето. И вот поэтому этот бардак сегодня просто выплеснулся. Ну, может быть, это ждали 80 лет, да, хотя это и 30 лет назад уже можно было это все менять. Тогда, в принципе, можно было бы легче это сделать, потому что главный ключевой противник вот из этих 5 стран, Советский Союз, ядерное оружие, право вето, вот тогда настолько был слаб, что можно было бы сразу же реорганизовать Организацию Объединенных Наций, ее устав и вот эти все нюансы сделать так, чтобы через 30 лет вот мир не оказался бы вот перед этой ситуацией. Тогда не хватило мозгов, тогда не хватило политической воли у всех тех, кто получили вот эту ситуацию на тарелке с голубой каемочкой. В первую очередь этого не хватило в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, и тогда была демократическая администрация, 92 год, тогда пришел Билл Клинтон, напомню, и вот этот Будапештский меморандум при нем был подписан, и он уже вышел сегодня публично, уже сколько раз извинялся перед вами, а вы должны сказать, мы начихали на твои извинения, потому что твои извинения привели к огромной крови, к огромной трагедии. И эта трагедия пришла не только на украинскую землю. Все то, что было сделано с 92 года, обернулось трагедией для всего постсоветского пространства. Для моего родного Азербайджана в виде Карабаха, для Молдовы в виде Приднестровья, для Грузии в виде Абхазии, Цхинвальского региона, для Грузии второй раз в 2008 году, для Украины в 2014 году и вот в 2022 году. Это все результат именно этого, 94 года.
я имею в виду подход, который тогда был декларирован. То есть тогда было ясное дело, что из всех этих стран, единственная страна, которая имела ядерное оружие, я имею в виду европейскую, если сейчас мы берем, да, потому что там Европа, Белоруссия и Казахстан были. Да? Ну, и, как вы сами понимаете, что сегодня государствообразующие нации для Российской империи, для Советского Союза это была Украина и Белоруссия. Да? А Украина стояла особняком. Она по своим возможностям всегда стояла выше той же Белоруссии. Поэтому возможности Украины для России были номер один. И открытым текстом американцы отдали эту территорию в политическом плане, в юридическом плане на откуп Москве, на откуп Ельцину. И это сделал Билл Клинтон, Вашингтон. А дальше больше, да, и все эти 30 лет это продолжалось. Поэтому и генерал Залужный лишний раз сделал экскурс в эту степь. И то, что президент Зеленский сегодня регулярно им напоминает, это надо напоминать, потому что это несет, это не только моральный аспект, да, как вы отметили, да, это на самом деле нравственно-моральный аспект, да, вы предали, вы заставили нас, мы подписали бумагу, а оказалось, это бумага Филькина грамота, вы лишили нас всего. Вы лишили нас всего, отняли у нас оружие, чтобы защищать свой дом. Вы сказали, вот, отдайте свое оружие вашему соседу, ваш сосед будет защищать вас. Еще мы вас будем защищать. А получилось, что вы отдали наше оружие соседу, сосед пришел, захватил половину нашей квартиры, а вы и с этим соседом все эти годы делали деньги за нашей спиной. Как это называется? Это не аморально называется, это только здесь матом можно ругаться в отношении Билла Клинтона и всех тех, которые были тогда родителями такой политики. Да. И да, президент Зеленский аккуратно, дипломатически на эту тему говорит. И он как раз-таки, говоря о том, что Украина, других вариантов нету, что ядерное оружие или альянс под названием НАТО, это открыто, если не принимается в НАТО, значит, мы пойдем другим путем. Да. А другой путь это что? Значит, мы будем идти тем же путем, которым идут все другие страны, которые хотят иметь оружие. Вот Пакистан пошел этим путем против Индии. Индия имеет это оружие, Пакистан будет иметь. И вот они таким образом сегодня, до сегодняшнего дня у них есть сдерживающий фактор. И там в районе этого Кашмира по сегодняшний день нерешенный конфликт. Но никто не может сказать, что кто-то из них победитель в этой войне. А здесь же мы же видим, что однозначно Украина, мало того, что вы ее лишили ядерного оружия, вы не даете ей достаточное количество того оружия, которое позволит Украине победить в этой войне, потому что не обязали побеждать ядерным оружием, потому что фактор ядерного оружия, он не играет никакой роли в этой войне, потому что это все спекуляции. И эти спекуляции делают специально на Западе для того, чтобы подыгрывают именно России, потому что именно таким образом этот пас идет с России на Запад, с Запада в Россию. То есть подогревайте эту ядерную тематику регулярно для того, чтобы каким-то образом, во-первых, держать общественное мнение на Западе в страхе и таким образом еще давить на ту же Украину. Да? А ну, как мы видим, на Украину эта уже тема никак не давится, потому что Украина прошла за эти 2,5 года через пару-тройку Нагасаки и Хиросим. И поэтому она уже, ей терять нечего в этой ситуации. А на Западе все уже дошло понимание для всех, что не будет никакой Третьей мировой войны, потому что эта Третья мировая война не нужна ни США, ни России, ни Китаю, ни Индии, ни кому-то другому. Да поэтому этой войны не будет. А эти спекуляции для того и делают, чтобы они вот так регулярно будут спекулировать и держать всех остальных в страхе. И те, которые не хотят участвовать в этих играх, они или обзаводятся этими оружиями, или они делают что-то другое, находят какие-то альянсы, которые их защищают. Вот, например, мой родной Азербайджан нашел такой альянс. То есть у нас нет ядерного оружия, у нас нет альянса типа НАТО, вот как ваш президент Зеленский озвучил, да, ядерное оружие, альянс. У нас, ну зато у нас появился, значит, один представитель НАТО, альянса, Турция, и у нас другой представитель, страна с ядерным оружием, Пакистан. То есть и эти две страны сегодня обеспечили гарантии безопасности для Азербайджана на внешней арене. Я уже не говорю о том, что внутри страны мы, благодаря этим странам, и еще там уже Израилю, и благодаря правильной внешней политике за последние 15-20 лет, мы сумели сделать, консолидировать общество, мы сумели объявить план победы. Вот ваш президент Зеленский объявил план победы, правильно? Вот я вам говорю, вот этот план победы, который сегодня работает в Азербайджане и дал такой результат, он был озвучен до этого. Под него 15-20 лет шла работа. Армию, вот то, что ваш президент озвучил, вот эти
5-6 пунктов, да, которые там идут. У нас были такие же 5-6 пунктов. То есть политический момент, вот эти альянсы. Под это дело экономическая база, вот это контракт века и по сегодняшний день деньги. Да, у нас же денег же не было во время Первой Карабахской войны. Армии не было. Союзников не было, денег не было. Ничего у нас не было. Да? Мы бросились по наивности на амбразуру. Я вот один из тех наивных политиков Азербайджана, да, в правительстве работал. Таких, как я, было там огромное количество. Ну, после 91 года, как мы могли предположить, что Соединенные Штаты Америки и весь Запад нас предадут? А мы сделали антироссийскую, антииранскую, прозападную политику. И ни с чем. И вот мы получили результат. Уроки сделали ВВД, и теперь, вот как ваш президент сказал, первый пункт, политически мы правильно построили альянсы. Под это дело мы построили военно-технические машины. То есть у нас самое лучшее оружие, которое есть на планете по сегодняшний день. Все, и небо, и на земле, и на море. Да? Хотя у нас на море войны как таковой не было, но на земле. Вы видели, как прошла 44-дневная война? Мы к этому подготовились. Плюс давление извне, политическое давление извне. Мы его нейтрализовали в Совете Безопасности ООН. То есть у нас там есть страны, которые за нас это вето используют. И у нас есть ядерная страна, которая никто нас шантажировать ядерным оружием не сможет. Даже Россия, у которой есть ядерное оружие, не сможет нас шантажировать. Иран, который стремится к этому ядерному оружию, нас шантажировать не сможет. И даже Франция, и те же Соединенные Штаты Америки, которые поддерживали все эти 30 лет армянское лобби, они нас шантажировать не сможет. То есть мы и здесь обезопасили. То есть нам не нужно самим делать ядерное оружие. Поэтому это очень важно понимать, что имеет в виду ваш президент Зеленский. Я ему когда говорю, если вы не даете нам альянса, значит, вы нас толкаете на то, чтобы мы искали бы ядерное оружие. Или мы должны сами его производить, сделать так, чтобы оно у нас было. А у Украины есть для этого все возможности. И уран, и военно-технический потенциал, и ВПК, который был основой советского ВПК. То есть все это понимают, да? То есть Украина, если поставит такую цель, и какие-то союзники ее поддержат, она может на это пойти намного быстрее. Потому что Израиль же получил это. У Израиля есть мозги, у Израиля есть надежные союзники в лице тех же Соединенных Штатов Америки. Поэтому на этом ящике вполне можно найти и таких людей, таких союзников, которые помогут той же Украине это сделать. Но это тот вопрос, когда надо доводить до этого или не надо. Может быть, есть смысл того сделать нормальный политический альянс с такой страной, у которой есть такое ядерное оружие, например, да? Они есть, те же Соединенные Штаты их имеют. На европейском континенте имеют. Это та же Великобритания. Однозначно. Францию я не принимаю вообще, потому что Франция однозначно за вас не впишется. Посмотрите, Макрон, за его заявление, и где он сейчас? Макрона вообще не слышно. А он когда-то отправлять туда собирался французские войска. Вы видите, да? То есть, насколько лицемерен весь этот Запад. А Великобритания это все-таки англосаксы, они стоят особняком. Великобритания сейчас занимается возрождением Британской империи, вот этого духа, который у них был. Поэтому они особняком стоят. Это англосаксы, опять же. И это география Европа. Америка далеко, а они здесь близко. Поэтому Черчилль во время Второй мировой войны также и вел себя не как Рузвельт. Он поехал в Америку, просто их затряс, да, как сказать, разбудил их. А здесь Великобритания из прагматических соображений имеет возможности за вас писать. Она может стать вашей Турцией? Конечно, она может стать. Если она станет вашей Турцией, вам и не нужно ядерное оружие. Она может дать вам гарантии безопасности. Она может вам дать дальнобойное оружие. И она может принимать участие в секретной части плана победы, про который сегодня мало кто говорит. Ну, я читаю эти секретные планы. Допустим, в экономической части я именно их так и читаю, потому что на триллионы сегодня, несколько триллионов полезных ископаемых, которые есть сегодня в Украине. И это не только уран, это и литий, и многое другое, все, что нужно сегодня для надвигающейся технологической революции, которая вот будет в ближайшие несколько лет, вместе с тем же искусственным интеллектом. И почему сегодня терять такой клондайк, такой плацдарм? Тот, кто пишется, тот и будет снимать сливки. Поэтому я понимаю, что президент Зеленский в доверительной беседе эти вещи также озвучивает. Я же не ошибся, когда вам говорил и в наших предыдущих передачах, что первым пунктом в этой плане победы может быть только тема НАТО, да, тема безопасности, гарантии безопасности. Гарантии безопасности сегодня могут только или в рамках НАТО, или в рамках какого-то отдельного альянса по типу США-Израиль, США-Южная Корея, США-Япония. Да? То есть, когда Соединенные Штаты Америки берут на себя все эти гарантии и дают этот зонтик. И американские, и когда там есть пункт еще, помните, да, третий пункт, когда говорят, не ядерная, но стратегическая, так сказать, система сдерживания. Что это такое? Простым языком объясняю. Это наличие военной базы НАТО на территории Украины.
И все, небо закрыто, на земле там стоит, допустим, 10-15 F-35 и все необходимое оружие, которое находится под контролем тех же американских солдат или войск каких-то НАТО. И все. Кто будет их трогать? Никто их трогать не будет. Но это будет гарантия сдерживания, потому что тогда, значит, ничто там не сможет произойти. То есть это тот самый сдерживающий фактор, который сработал, кстати, в 44-дневной войне во время Второй Карабахской, когда 4 самолета F-16 турецких прилетели на территорию Азербайджана, и по спутнику весь мир видел, и Москва видела, и Иран видел, и Запад видел, и в Армении это все видели, что там стоят F-16. И президент Турции публично сказал, что если кто-то вмешается, эти F-16 вместе со всей остальной армадой турецкой примут в этом участие. То есть это был фактор сдерживания. Вот это третий пункт, который президент Зеленский предложил. Поэтому вот в целом, если говорить о том, что озвучил ваш президент касательно вот беседе с Дональдом Трампом, а я уверен, что он это озвучил и не только в беседе с Дональдом Трампом, потому что он должен был достучаться до всех и объяснить, что вы, если не будете двигаться в том направлении, которое сегодня просто не потому, что Украина так хочет, других вариантов просто нету, или вы проигрываете вместе с нами, или вы побеждаете вместе с нами, тогда вы загоняете нас в угол, и мы будем сами выходить из этой ситуации с теми, которые пойдут за нас, которые впишутся за нас, и они впишутся за нас из прагматизма, из чувства самосохранения. И такие страны в первую очередь находятся на территории Европы. Господин Нус, вот вы вспомнили и о Франции, и в контексте вот плана победы. Вам не кажется, что вот план победы — это не только предложение Украины и Владимира Зеленского, а это и отчасти ультиматум? Почему? Потому что, вот, вспоминая Валерия Залужного, который сказал, что в 2023 году не было той помощи, и вот сейчас мы видим, мы не получаем то, что нужно, вот Франция, да, мы вспоминаем слова Макрона, который говорил, что если нужно, мои войска будут в Одессе, а сейчас войска Северной Кореи будут идти в Украину, Макрон молчит. Также вспомним министра обороны Ле Корню, который сказал, ну, мы хотели помочь Украине на 3 миллиарда, но поможем немножко меньше, потому что нет денег. И здесь я вспоминаю Парижскую Олимпиаду, где вот миллиарды были брошены на проведение. И еще тогда Макрон с Си Цзиньпинем говорили, а может прекращение огня, когда мы здесь игры проводим. Также я вспоминаю Чехию, инициатива Петр Павел, который говорит, что вот есть снаряды, мы будем покупать для Украины снаряды. Я смотрю на цифры, помощь Чехии за 2,5 года полномасштабного вторжения 1,6 миллиарда, а вот газа и нефти они купили в России на 7 миллиардов. Я понимаю, что это интересы каждой страны. Я понимаю, что каждый думает за себя, но вот именно ультиматум. Вам не кажется, что вот этим Зеленским хочет показать, что вы одно говорите, а другое есть? Давайте четко, чтобы потом я имел с кого спросить. Да, я вас благодарю за этот вопрос и за эту преамбулу, потому что вы правильно сказали. Вот слово «ультиматум» — это самое правильное слово в этой ситуации. Я его вчера, кстати, озвучил в эфире одного из украинских каналов, когда меня спросили мое отношение к тому, что к выступлению президента Зеленского в Верховной Раде. Я сказал, это публичный ультиматум. Он приехал в Киев, он выступил перед Верховной Радой, перед избранниками народа и перед всем украинским народом. И это в первую очередь это его выступление было адресовано украинскому народу, потом украинским партнерам во всем коллективном Западе, в НАТО и в Евросоюзе. И это было адресовано и России, российским представителям, которые также внимательно это слушали. То есть он открытым текстом сказал, вот это план победы, который называется ультиматумом. То есть это ультиматум и для Запада, это ультиматум и для России. В том плане, что мы сдаваться не собираемся. И этот план победы, я так понимаю, приветствуется всей Украиной. Да? Я видел реакцию в Верховной Раде. Я эту реакцию вижу сегодня в украинском информационном поле в массе своей, потому что если оставить вот этих полезных идиотов, которые на протяжении 2,5 года этой войны точно так же продолжают заниматься внутриполитическими разборками, я вижу, что это настолько рассчитанный, правильный документ и правильно озвученный. И именно он, на самом деле, это ультиматум. Других вариантов вы не оставили сегодня Украине. Украина находится у пропасти, и в эту пропасть она пойдет вместе с вами. Или же она отойдет из этой пропасти, и она отойдет вместе с вами. Других вариантов вы ей не оставили. И поэтому он говорит открытым текстом, что мы будем бороться, и это будем делать все вместе, вот всем народом.
И очень важно это показать. И вот то, что генерал Залужный поддержал это, и то, что я не сомневаюсь, что украинский истеблишмент в массе своей точно так же пойдет в атаку, это и есть ультиматум. И с этим ультиматумом будут читаться и Вашингтон Пост, и Нью-Йорк Таймс, и Bloomberg, и Politico, и Financial Times. Вот это все проплаченные желтая пресса западная, которая на протяжении вот этих 2,5 лет, а если берем отчет с 2014 года, а если берем с 2008 года, а если берем 30 лет тому назад, потому что это моя работа, я все эти 30 лет их отслеживаю, я вижу, как они работают. Это системная работа на очернение позиции Украины, на очернение ситуации. Это, допустим, сегодня Украина, до этого Грузии, до этого Азербайджана. То есть если это, этот нарратив, допустим, повестка дня Украины не идет в разнобой с нарративом, с повесткой дня правящих элит на Западе и в Соединенных Штатах Америки и в ключевых странах Европы, значит, нужно делать информационную атаку, создавать пораженческие настроения, создавать информационный такой инфошум, чтобы создавалось впечатление, что вот Украина уже ничего не получается, что вот Россия наступает и так далее и тому подобное. Поэтому мы регулярно выходим хотя бы на своем уровне. Я вижу, и генерал Ходжерс вот в последнее время активно сидит и вбивает в умы американского истеблишмента, о каких неуспехах Украины вы сегодня говорите и преподносите успехи той же России. Да? Посмотрите на ситуацию 2014 года, посмотрите на земле, что происходит, посмотрите, что вы давали той же Украине помощи, посмотрите, где сегодня находится российская армия. Вспомните расстояние от Авдеевки до другого пункта, который они 60 километров, и эти 60 километров они почти год проходили, и сколько они там жизней положили. Да? И вы считаете это успехом? Этим успехом России, и вы считаете это не успехом Украины, который вы даете через час по чайной ложке, то есть это он все говорит, и он уверенно говорит, вот точно так же, как я, в плане того, что он достаточно оптимистически относится вот к нынешней ситуации, в первую очередь, с точки зрения, вот подчеркиваю, с точки зрения консолидации украинского военно-политического руководства. Это очень важно. И если к этой консолидации присоединится все украинское общество, с этим будут считаться и в Вашингтоне, и в Париже, и в Лондоне, и в Берлине, и в Риме. Ну и в других ключевых странах. Поэтому сегодня вот именно эта тактика, которую избрал ваш президент и его команда, она дает определенные плоды. В принципе, она дает эти результаты за эти 2,5 года. Да? Мы же помним, как они готовятся к Блицкригу, и мы видим, что сегодня они делают. То есть вы их заставили точно так же. Да? Дошло до того, что вот президент Зеленский обнародовал этот план, и я не сомневаюсь, что этот план однозначно не понравился ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Риме. Я имею в виду те первые лица, которые сегодня понимают, к чему это ведет. Это их заставляет принимать политическое решение, к которому они никогда не были готовы за всю свою жизнь. Ни Байден за 50 лет своей жизни, ни Шольц, который случайно стал канцлером по воле той же Ангелы Меркель, которая была уверена, что он будет продолжать эту линию. Но они все ошиблись в первую очередь. Знаете почему? Они ошиблись в Украине, в украинском народе. Они не ожидали, что украинский народ не повторит ошибок 2014 года, а упрется рогом и не пойдет на этот блицкриг. И сегодня за 2,5 года посмотрите, как вы поменяли эту повестку дня. И если в самом начале некоторая агрессивность во внешней политике президента Зеленского и его команды вызывала определенный скептицизм у многих на Западе и у некоторых даже внутри Украины в том числе. Но сегодня все начинают... Я вспоминаю саммит НАТО год назад, который был в том же Вильнюсе, да, когда многие говорили о том, как он мог вот так говорить. А теперь вы видите, что именно только так надо разговаривать с Западом. По-другому нельзя. Потому что от того, что этот Запад говорит про вас красивые слова, а за вашей спиной делает деньги, эти демократии с этими автократиями, делайте выводы. И поэтому этому Западу открытым текстом все и говорите. Если надо, ставьте перед ними ультиматум. Они никуда не денутся, потому что они сегодня связки идут вместе с вами. И вы этим должны умело пользоваться. Один маленький пример в этом связи. Посмотрите на того же Беньямина Нетаньяху и как он крутит, вертит тем же Джо Байденом и всей его администрацией. Они друг друга не переваривают,
разговаривает, а он заставил его отправить туда и эсминцы, и ядерную подводную лодку, и еще 4 Боинга туда пришли до заправочных, которые должны заправлять F-35, если они начнут бомбить тоже Тегеран. И он это делает почему? Потому что он понимает, что если Байден это не сделает, то Трамп по полной программе наедет на Камалу Харрис и скажет, вы не защищаете тот же Израиль. Потому что тема Израиля сегодня очень спекулятивна в предвыборной кампании. Поэтому и вы поддерживаете спекулятивность украинской темы на всех коллективных, во всем коллективном Западе и во всех этих ключевых столицах. Поэтому очень важно, чтобы ваша внешнеполитическая машина, ваше гражданское общество, ваши медийные лица, все те, которые в той или бизнес вас, все те, которые в той или иной мере там работают, ломали бы эти нарративы пораженческие или возможности пойти на какую-то сделку, которую сегодня мы регулярно слышим из всех утюгов. Вот, кстати, господин Инус, вы говорите, что никому ни в Париже, ни в Вашингтоне, ни в Берлине не понравился план. Вот вы, как человек, который очень хорошо разбирается в дипломатии, вот должна была состояться встреча в Рамштайне 12 числа, не состоялась, потому что ураганы в Соединенных Штатах Америки якобы должны перенести встречу глав государств после 5 ноября. Но потом Владимир Зеленский в один день делает такое турне по Европе, встречается с Макроном, Кирманом, премьер-министром Великобритании, и также Шольцем. И вот в пятницу, сегодня 17, завтра пятница 18, якобы Байден в Германии, в Берлине должен встретиться с Шольцем и также проговорить с Макроном и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Вам не кажется, что с дипломатической точки зрения это неуважение, потому что Зеленский должен был всем представить план победы, где главы государств 50 стран, партнеров Украины, а здесь он отдельно кому-то ездит, кого-то набирает Джо Байдена, а потом вот сейчас Байден встречается отдельно, без Украины, говорить об Украине. Нет, это не так. Это категорически не так, потому что он был здесь, и вы видели, что он, наоборот, сделал так, что все с ним встречались, потому что, в первую очередь, и Трамп, и Камала Харрис, да, потому что именно они борются за кресло президента, и значимость президента Зеленского в Соединенных Штатах Америки, она была открытым текстом видна, да, повестка дня была он и Украина, и эта война. И когда он проехался по столицам, и, знаете, я вам так скажу, это как раз-таки, я не думаю, что они его приглашали. Я думаю, это его решение, он сам решает, куда лететь и с кем как говорить. И я не думаю, что кто-то из политических лидеров сегодня коллективного Запада может ему отказать во встрече. Потому что, понимая его уже психотипаж, так сказать, да, харизму этого человека и в какой ситуации он сегодня находится, и в какой связке вот, он находится с тем или иным политическим лидером, они понимают, что с ним ссориться нельзя. Потому что на карту поставлены и их политическая судьба в том числе. Вот он, видите, сохраняет, я так понимаю, джентльменское соглашение между Трампом и Камалой Харрис, я так понимаю, Байденом, и ничего не озвучивает, ничего не говорят. Потому что он не вовлекается. А если он мог бы сказать что-то, он же мог бы сказать, но он это может сказать и после выборов. Вполне серьезно, если что-то пойдет не так, или кто-то из них джентльменское соглашение выполнять не будет. Поэтому если он сегодня сохраняет еще внешнее приличие, хотя он иногда, вы же видите, наезжает, да, и этот вот план победы, это дипломатический ультиматум, так сказать, там же нет никаких оскорбительных каких-то моментов. Это позиция, жесткая позиция, которую, кстати, тот же премьер-министр Венгрии, помните, он так ее и назвал, да? То есть это жесткая позиция такая, которая приведет к эскалации. Мало ли что это об этом говорит премьер-министр Венгрии. Он может так говорить, это или его личное дело, потому что на его территории его страны и войны нету, и он предлагает Украине пойти на сделку за счет потери своих собственных территорий. Посмотрел бы я на него, если это происходило бы на территории Венгрии, если в Венгрии такое же предлагали бы, и посмотрел бы на его поведение в этой ситуации. Он повторял бы все то же самое, что наверняка говорит по сегодняшний день президент Зеленский. Поэтому здесь надо понимать, что такого типа риторика, она просто востребована. Других вариантов просто сегодня нет, и она работает. Она работает, и я не думаю, что эта риторика будет в ближайшее время изменена, иначе это то же самое, что моргнуть и показать сомнение, да. Тогда, как вы, давеча, правильно отметили, да, прошлись вот и по французскому президенту, и про чешского президента, который пришел на лозунгах Украины, и так вот, они спекулировали, да, на вашей тематике, пришли, а теперь посмотрите, какие песни поет, да. Тот же Павел.
Однозначно, стыд и позор за этого человека. Генерал вроде бы, да, бравый генерал. Он же не должен такие вещи говорить. Лишний раз делайте выводы, да, снимайте розовые очки и понимайте, что все они будут спекулировать ровно столько, сколько им выгодно. Так и вы делаете это ровно столько, насколько вам это выгодно. И они должны понимать, что в этой ситуации они больше зависят от вас. Или же это зависимость как закон сообщающих сосудов. То есть вы как альпинисты поднимаетесь вместе в связке. Потому что один сорвется, и все остальные сорвутся. И главное здесь в этой связке как раз-таки Украина. Других вариантов им не оставляйте. И в принципе у них других вариантов и нету. Потому что они понимают это, они просто рассчитывают на то, что вы там еще долго будете сопротивляться в результате того, что у вас и людские ресурсы уйдут, и там инфраструктура вся исчезнет. Они надеются за это время самим подготовиться, а потом еще, может быть, какая-то сделка все-таки на горизонте вновь появится, они смогут за вашей спиной что-то сделать. Но если вы изначально сегодня, чем больше увереннее, сильнее будете так стоять, они увидят, вот как они поменялись за эти 2,5 года. Вы видите, какой путь они прошли? Я думаю, весь 2025 год они этот путь могут пойти и в 10 раз быстрее. Все зависит от того, насколько увереннее вы будете стоять на земле, насколько у вас консолидирование будет общество и насколько у вас внутри не будет разброда и шатаний. Тогда однозначно этот коллективный Запад, он тоже неоднородный. И посмотрите, те страны, которые близки к вам по географии, как они ведут себя, даже сегодня, когда вот план Зеленского, там говорят, 18 стран вроде бы однозначно поддержали его. А вот посмотрите на эти 18 стран и посмотрите на те другие страны. То есть новая Европа, старая Европа, да, однозначно это понятное дело. Поэтому надо делать так, чтобы вы должны нагнетать. Вы должны регулярно нагнетать. Никаких этих самых моментов на то, чтобы кто-то там, может быть, пошел на... Вот поэтому регулярно вбрасывают, да, что вот там у них недовольны. Да, я вам говорю, да, там они не хотели бы, чтобы это был такой план. И с другой стороны, заметьте, публично никто на эту тему ничего не говорит. Таит вперед газета «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Блумберг», «Голос Америки», и они начинают об этом говорить. И какие-то эксперты, которые виноваты все эти 30 лет, а многие из них действующие политики были в 2008 году, в 2014 году, многие из них сидят в этом же Atlantic Council, и на «Голос Америки» выступают как эксперты. Послушайте, какую ахинею они несут, да? Им даже не стыдно выходить в эфир. Потому что это все те люди, которые так же, как Билл Клинтон, виноваты в крови всего того бардака, который происходит на том же постсоветском пространстве. В принципе, это происходит и на Ближнем Востоке. Они во всем виноваты. И по сегодняшний день они продолжают вот эти нарративы вновь продолжать проталкивать. Да? И если они будут видеть, что это уже не работает на этой территории, да, тогда я не сомневаюсь, любой политик, который стремится к власти, будь то здесь в США, будь то там где-то в Европе, понимая о том, насколько сегодня спекулятивна поддержка Украины и будущее вот этой российско-украинской войны, они будут действовать, исходя из своих прагматических интересов. Поэтому вы должны однозначно так вовлекаться во внутриполитические жизни вот всего коллективного Запада, но не придерживаясь какой-то стороны, просто доводя до них именно вот этот страх того, что упадет Украина, упадете вы все, и не будет ни Евросоюза, ни НАТО. А тогда будете разбираться, как это разбиралась вся Европа 80 лет тому назад. Потому что ситуация однозначно повторяется. И тогда была политика сдерживания, и эта политика сдерживания ни к чему не привела. Она привела к началу Второй мировой войны. И если вы сегодня будете продолжать эту политику сдерживания, она может привести как раз-таки к началу Третьей мировой войны. То есть, потому что идет предтеча, и здесь спекуляция на ядерном оружии не работает. Потому что это предтеча Третьей мировой войны, это какое-то будет. Если Украина падет, Запад это проглотит, все. Я не ручаюсь за будущее новой Европы, которая сегодня якобы находится в НАТО и находится в Евросоюзе. Потому что это же не говорит о том, что это сразу начнется. Это говорит о том, что тут моментально после этого Китай включится, решит сначала проблемы там. И когда увидит, что эта проблема там решается, потом что-нибудь произойдет в Южной Америке, потом что-нибудь произойдет в Африке. И тогда уже после этого вновь возьмутся уже и за Европу в том числе. То есть потому что это как по принципу домино будет идти. Если уходит лидирующая роль, гегемония Соединенных Штатов Америки, которые 80 лет худо-бедно стояли зонтиком над этой Европой, и если сегодня они не могут отстоять вот этот плацдарм, который является буфером между Европой и всей остальной географией во главе с Россией, тогда как вы будете защищать все остальное, что у вас называется Евросоюз и НАТО? Кто будет с этим считаться? Никто считаться с этим не будет. И вроде бы, заметьте, эти тенденции
группирования, они идут в том же БРИКС. Посмотрите, как они быстро там группируются, да, вот разношерстные страны, у которых разные географии, разные интересы. Но они группируются, потому что они понимают, что мир и этот миропорядок рушится. И сегодня нет ни одной страны, которая занимается лидирующей ролью. И спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И те, которые, они хотят частично с этими торговать, хотят частично с этими торговать, и не хотят оказаться между молотом и наковальней, да, между США и Китаем, между Россией и Евросоюзом в этой ситуации. И поэтому я всегда вас призываю изучать опыт Южного Кавказа и непосредственно моего Азербайджана. Потому что там же такая же ситуация. Мы как будто бы сумели, а Грузия, Армения, вот видите, у них там и неспокойно. И в Грузии неспокойно, все ждут, чем закончатся выборы в конце этого месяца. И в Армении вы видите, какая внутриполитическая ситуация, взрывоопасная после Второй Карабахской войны. И кто там сегодня будоражит это все? С одной стороны Россия, Иран, с другой стороны Запад и Соединенные Штаты Америки. Да, в первую очередь США и Франция. Вот это все. А у нас это в Азербайджане это не получается, потому что мы уже прикрылись и границы закрыли. А у вас это получается, потому что у вас с Россией граница открыта, и у вас Европа, которая вроде бы вас защищает, называет вас союзниками, а как говорит ваш генерал Залужный, какие они союзники? Это обычные партнеры, это обычные попутчики, потому что союзники это те, которые за вас вписываются. А я по сегодняшний день еще не видел ни одну страну, которая за вас вписалась в этой войне. Господин Минус, знаете, как говорят, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Иными словами, как вы говорите, снимайте розовые очки. Большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы, как всегда, тонко и точно проанализировали все процессы, в том числе и акцентирую наших партнеров, а не союзников. Спасибо большое. Дякую, до побачення. Слава Україні. Героям слава. Мене ж звати Ігор Гаврищак. Хочу вам нагадати, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і, звісно ж, діліться цією розмовою. Побачимось в ефірі 24 каналу.